В этом уроке мы рассмотрим основные принципы работы с HTML-документом в браузере, научимся пользоваться справочной информацией. Давайте создадим папку для второго урока Lesson 2, а внутри нее наш рабочий файл index.html. А в заголовок документа добавим базовые стили, которые мы рассматривали в прошлом уроке. В теле документа создадим заголовок первого уровня Lesson 2. Далее создадим заголовок второго уровня Text блок 1, после чего вставим два параграфа с текстом-заполнителем. Ничего нового, и вам все понятно, не так ли? Наша страница очень проста, однако современные веб-страницы содержат очень много текстовой информации, различных иллюстраций, сложных стилей и скриптов. И если не предпринять никаких мер по оптимизации таких страниц, их загрузка и отрисовка в браузере, состоящая из множества этапов, может занять достаточно много времени. И вот тут на помощь приходит такая мощная утилита браузера Google Chrome, как инструменты разработчика DevTools. Для запуска инструментов разработчика в Google Chrome можно выбрать соответствующий пункт меню. Настройки, дополнительные инструменты, инструменты разработчика. Но мы будем использовать клавишу F12. При изучении HTML мы будем использовать первую вкладку «Элементы». Данная вкладка разделена на две области. В первой указана структура нашего документа, то есть перечень всех HTML-элементов, размещенных на странице. Вторая область содержит информацию о CSS-стилях этих элементов. Выбрать элемент для анализа можно двумя способами. Первый – активировать стрелку выбора, расположенную рядом с названием вкладок, а затем кликнуть на каком-то элементе на самой веб-странице. Второй способ – кликнуть на элементе в первой области вкладки «Элементы». Обратите внимание, что при наведении на тот или иной элемент во вкладке «Элементы» или на самом документе при активной стрелке выбора отображается бокс элемента, то есть пространство, которое он занимает, включая отступы. Так, например, наведя на параграф, мы видим оранжевые полосы сверху и снизу. Это отступы. Вкладка элементов позволяет в интерактивном режиме изменять HTML-элементы и наблюдать за результатом внесенных изменений. Сделанные изменения не сохраняются при обновлении страницы и не вносятся в наш исходный HTML-файл. Поэтому, если вас устраивают внесенные коррективы, необходимо скопировать их и вставить в файл HTML. В дальнейшей своей работе мы будем постоянно обращаться к инструментам разработчика. Посмотрим на наш HTML-документ. Пока в нем не так много элементов, но со временем их количество будет постоянно возрастать. В этой ситуации на помощь веб-разработчику, особенно не имеющему достаточного опыта, приходят различные справочные ресурсы. Whitereschools является комплексным ресурсом по многим популярным веб-технологиям, который используется не только на клиентской части, то есть в веб-браузере, но и на веб-сервере. Ресурс хорошо структурирован, имеет интуитивно понятный и приятный интерфейс, прост в использовании, вся информация на английском языке. Mozilla MDN WebDocs также является комплексным ресурсом, но содержит информацию только о тех технологиях, которые используются на клиентской части, главным образом HTML, CSS и JavaScript. Информация, как правило, русифицирована. Наконец, третий ресурс HTML-Book.ru посвящен технологиям HTML и CSS, содержит справочную и обучающую информацию на русском языке. Все указанные ресурсы предоставляют справочную информацию по тегам. Достаточно выбрать какой-либо тег по названию, и вы сможете узнать его актуальность и назначение, посмотреть примеры использования. Под актуальностью в данном случае понимается поддержка тега последней спецификации HTML. Некоторые теги со временем устаревают и не рекомендуются к использованию, но выполнение новых типов задач приводит к появлению новых тегов. Веб-разработчик должен постоянно следить за изменениями технических спецификаций, поэтому очень важно уметь пользоваться справочной информацией. Ссылки на перечисленные справочные ресурсы приведены в описании к данному видео. Я рекомендую сохранить их в закладках браузера.